Здравствуйте, друзья! Где была Киевская Русь на самом деле? О том, что некоторые известные исторические события происходили не тогда и не там, нежели принято считать, известно уже многим. Например, Куликовская битва. Многие историки согласны с тем, что сражение между войсками Владимирского князя Дмитрия и крымского Бекляберка Мамая произошло вовсе не на территории нынешней Тульской области, а практически в центре современной Москвы. Тем не менее, туристов продолжают возить на поле, которое уже задним числом было названо Куликовым. Там построен целый Диснейленд, на который потрачены немалые средства. Но произошла эта ошибка только потому, что некоторые исторические названия имеют свойство менять свое расположение на карте. А бывает так, что путаница происходит из-за множественности сходных топонимов, существовавших в разные времена и эпохи в различных местах. Возьмем, к примеру, Новгород. Это один из самых распространенных топонимов в мире. Ничего удивительного в этом нет. Возник город на новом месте, и какое-то время он, разумеется, для современников считается новым. По всему миру сохранилось множество древних новых городов, среди которых такие известные, как Новгород Великий, Нижний Новгород, Нойбург в Баварии или Неаполь в Италии. Все эти города, для тех, кто был свидетелем их появления, были когда-то новыми. Теперь представьте, что внезапно в какой-то рукописи исследователь встречает упоминание какого-либо из Новгородов. Пойди разберись, о котором идет речь. Многие это уже осмыслили, и им стало понятно, почему в Новгороде Великом, который ни на одной средневековой карте не называется Великим, археологи не могут найти ничего старше 15 века. За исключением берестяных грамот, разумеется, которые датируют столь вольно, что удивительно, почему, по примеру своих западных коллег, с их античностью не отнесли березовые смски к IV веку до нашей эры, например. В общем, большинству уже ясно, что летописный Новгород и нынешний Новгород на Волхове – это вовсе не обязательно один и тот же город. Но где же был тогда тот Новгород, который упоминается в связи с самым удаленным от нас в истории событием? Не тот, который был присоединен к Московии в XVI веке, а тот, который существовал еще до появления на свет Рюрика. Кто-то убежден в том, что на месте античного Новгорода стоит теперь Ярославль, а кто-то доказывает, что Новгородом называли раньше Петербург. Есть и другие версии. Ну а я предлагаю собственную версию. Большая часть летописных событий средневековой, читая античной Руси, имеет отношение именно к русскому северу, а не к Новгороду на Волхове и тем более не к Киеву на Днепре. По нескольким параметрам Архангельск более других городов подходит на роль Великого Новгорода, и если это так, то устраняется множество несоответствий. В первую очередь, главное из которых – это совмещение титулов новгородских князей и киевских. Вы видели на карте, где Новгород, а где Киев? Как можно одновременно править двумя столь отдаленными друг от друга территориями? Очевидно ведь, что летописные Новгород и Киев должны были находиться друг от друга самое дальнее в нескольких днях пути и иметь общую границу. Если я прав, то столица Поморья должна быть построена на месте античного белокаменного города. Потому что все античные города строились из известняка и его разновидностей, которым является и мрамор. А значит, остатки белокаменных сооружений, которые на территории России принято называть домонгольскими, просто не могут не сохраниться хотя бы в виде бута и фрагментов фундаментов более поздних зданий из красного кирпича, пришедшего на замену архаичному известняку. Я понимаю, что данная версия в первый момент вызовет волну критики и обвинений в невежестве и стремлению отыскать дутую сенсацию, но прошу не делать поспешных выводов, а досмотреть до конца. На самом-то деле никто и не скрывает того, что Архангельск когда-то носил имя Новый город. Вот цитата из Википедии, без которой современный человек не сможет вспомнить даже, что такое престидижитатор. В первые десятилетия существования город называли Новый город, Новый Холмогоры, Новый Холмогорский город. Эти названия были связаны с тем, что к создаваемому городу перешла от села Холмогоры роль главного порта на Северной Двине. Сами жители создаваемого города называли его по монастырю Архангельский город, а с 1613 года это название было принято и в качестве официального. И у меня есть версия, почему именно так случилось. Когда-то, когда морской прибой бился о границу Балтийско-Ладожского Глинта, город Холмогоры был главным морским портом. Потом уровень Балтийского и Белого морей снизился всего на 7-10 метров, и Холмогоры оказались слишком далеко от моря. Тогда-то и построили новый город на месте нынешнего Архангельска.
И вот этот Новгород в силу своего географического положения действительно мог быть господином Великим Новгородом, который находился на пути из Варяг в Греки, где путем в Центральную Россию была Северная Двина. И ничего притягивать за уши не нужно, согласитесь? И Нижний Новгород в таком случае действительно нижний по отношению к господину Великому Новгороду. И наличие следов белокаменного домонгольского зодчества на территории нынешнего Поморья является тем фактом, который можно смело записывать в актив доказательств, что не только Петербург стоял на своем месте задолго до даты его официального основания, но и Архангельск точно так же является древним городом с богатой историей, о которой мы сегодня ничего не знаем. Прежние названия Петербурга – Орешек, Карелибург и Ксиликрик, а Архангельск назывался Новгородом и Новыми Холмогорами. И главное, оба города в разные времена носили название Новгорода. Один, когда Орешек переехал с Ладоги в устье Невы, а второй, когда Холмогоры были перенесены в устье Северной Двины. Ну и какие из князей звались новгородскими, по имени какого из Новгородов? Представляете, какое пространство появляется для вольной трактовки исторических событий, не прибегая к откровенной фальсификации? Об истории Крайнего Севера, или как его называли эллины, Гипербореи, написано относительно немного. Потому что это скучно и неинтересно, куда как больше интерес вызывает фантазия о подвигах Александра Македонского, Конана Варвара или того же Спартака. И для нас нынешних это обстоятельство является настоящим подарком. Мы достаточно поездили по южным сторонам и вовремя поняли, что ехать нужно на север, в ту сторону, где были господин Великий Новгород и Киев. Говорите, что Киев находится на юге, на Днепре? Ну да, никто не спорит с тем, что на Днепре есть Киев, но кто даст руку на отсечение, что в ранних русских летописях идет речь о нынешней столице Украины? Если таковые найдутся, то они очень сильно рискуют, потому что способы искусственного завышения возраста Киева и мотивы такого преувеличения теперь уже хорошо изучены. Мало кто из ученых решится опровергнуть тот факт, что до момента возникновения Украинской Советской Социалистической Республики никто никогда всерьез и не думал считать Киев древним городом. Да и как это могло случиться, коли на географических картах Киев на Днепре появляется только в середине 16 века? Москва есть, Смоленск есть, даже Вышгород на картах есть, а никакого Киева нет. А на карте Сигизмунда Герберштейна от 1549 года Киев уже появился и позднее присутствует почти на всех европейских картах. Нет, я не говорю о том, что Киева в древности совсем не существовало. Наверняка было поселение, которое так называлось. Какой-то из Киевов разорила же дружина Мамая в 1240 году. Вы спросите, мол, а как же мать городов русских? Отвечаю, во-первых, эта цитата взята из весьма сомнительного источника, из распространившейся в XIX веке редакции повести временных лет, где сказано: «И сел Олег княжить в Киеве, и сказал Олег, да будет то мать городами русскими. И были у него славяне и варяги и прочие, прозвавшиеся Русью». Во-вторых, читаем внимательно еще раз: «Буди мати городом русских». И тут же летописец дает расшифровку самому понятию «Русь». Русь – это славяне, варяги и прочее. Ну а теперь, если мы не до конца разучились воспринимать без искажений ту информацию, которую получаем извне с помощью своих собственных органов чувств, то как мы обязаны понимать прочитанное, если не опираться на толкование посторонних людей, которые пытаются навязать какой-то иной смысл написанного? По-моему, все предельно просто и ясно сказано. Киев будет городом-матерью для русских. Русские – это славяне, варяги и прочие. А прочие – это кто? Те, которые сосуществовали компактно на одной территории, то есть племена, жившие преимущественно там, где на картах писали ранее Руссия. Общее название их было Русь, а по отдельности их называли кариоты, карелы, Русь, Чуть, Водь, Весь, Вепсы, Меря, Ижоры, Венды, Кривичи, Мурманы и даже печенеги, которых позднее прозвали Саамами. Всем этим племенам Олег завещал материнский Киев-город. Но где русские и где нынешний Киев? Разве варяги жили на Днепре? Разумный человек не стал бы многомиллионный этнос перетаскивать с севера на юг ради того, чтобы объяснить слова Олега. Честный ученый стал бы искать Киев там, где жили племена, составлявшие Русь как этнос. Значит, где место Киеву? Правильно, там, где русские жили всегда. Там же, где и господин Великий Новгород. Если верна моя версия о том, что во времена Рюрика и его преемника Олега Киев находился по соседству с Новгородом Великим, то на роль Киева-города может подойти Киевский монастырь.
Это сегодня, в соответствии с нормами современного русского языка, мы должны говорить «Киевский монастырь». Но разве эти нормы распространялись на летописцев XII века, от которых мы знаем о том античном Киеве? Они-то запросто могли говорить о городе, расположенном на острове Кий, который теперь находится в Белом море, Киевград, а о князе, правившем тем городом, княже в Киеве. Ведь согласились же мы с тем, что летописные кияне в соответствии с нормами современного русского языка теперь называются киевлянами. Вот так невежество и тенденциозность историков, усердно искавших подтверждение справедливости нормандской теории, сыграли злую шутку, которая перевернула с ног на голову всю историю нашей страны. Простое непонимание реалий прошлого внесло в головы потомков немыслимую сумятицу. Ах, если бы мы бережнее относились к тому языку, на котором говорили наши предки. Очень часто простые и, казалось бы, очевидные события, предметы и явления толкуются очевидцами неоднозначно. Иногда с диаметрально противоположных точек зрения. И тот, кто впоследствии изучает описание одних и тех же событий, данных разными людьми, часто приходит в недоумение. Так рождается большинство исторических мифов. А разве в прошлом было как-то иначе? Нет, человек и тысячи лет назад был таким же, как сегодня. Точно таким он останется и тысячи лет спустя. Науке известен принцип Поппера, согласно которому сначала создается теория, а затем проверяется возможность ее опровержения с помощью фактов. Опровергнет или подтвердит наука догадки автора, покажет время. Ибо существует один забавный парадокс. Со временем мы узнаем о прошлом больше, чем знали раньше. И происходит это именно потому, что со временем старинные версии и гипотезы начинают восприниматься как истина. Так летописец Нестор, или кто там на самом деле, летопись сочинял, совершенно очевидно сам не понимал, почему Киев называется Киевом, и озвучивает свое предположение в повести временных лет. Он опирался на народное предание, достоверность которого пытался обосновать логическим путем. Яко же бысть древле цесарь Рим, и прозвался в имя его град Рим, и паки Антиох, и бысть Антиохия, паки Александр, и бысть в имя его Александрия. И много места так и прозвание быша грады в имена цесарь тех и князь тех. Так же и в нашей стране прозван бысть град Великий Киев в имя Кия. То есть, в соответствии с логикой Нестора, Ижевск должен был основать князь Иж, Пензу князь Пенз, а Томск, наверное, основала царица Тамара, которую Юлий Цезарь подружески звал просто Тома. Тем не менее, со временем эта безумная версия Нестора обросла немыслимым количеством подробностей. Кроме Кия появились еще и Лыбедь с Хоревом, Дир, Аскольд, и даже стали известны мелкие подробности их жизни, вплоть до интимных. Сегодня в это трудно поверить, но вероятнее всего описанная ситуация является аналогичной, той, благодаря которой мы воспринимаем как данность версию, что киевские князья правили тем Киевом, который нам известен сегодня. А что было думать летописцу, не ведающему никакого другого Киева, кроме города на Днепре? Он встречает в тексте старинной рукописи, древние летописцы писали летописи с летописей, которые даже для них были глубокой стариной, словосочетание «князь Киевский» или «Кийский», и делает предположение о том, что речь идет об известном на тот момент уже Киеве. Но он просто не знал о том, что населенных пунктов с корнем «ки» пруд-пруди по всей территории, населенной славянами и финно-уграми, в том числе и в Восточной Европе, преимущественно в Польше и на Балканах. Но автор уже не понимает значения древнего даже для него слова «ки». Так же, как и мы сейчас. Между тем, вне всяких сомнений, изначально это понятие неразрывно связано с древесиной. Вспомните, что означают такие слова, как «ки» и «киянка». Вероятнее всего, настоящий Киев, главный город варягов и русов, о котором Нестор уже ничего не знал, мог находиться только там, где была Русь. На Днепре жили родственные Руси племена, в том числе древляне, которых в старину, скорее всего, и называли киянами. Поэтому, говоря «киевские древляне», мы уподобляемся тем, кто говорит «масло масляное», а считая киян киевлянами, глубоко заблуждаемся. Зато не вызывает вопросов происхождения Днепровского Киева. Он тоже был изначально деревянным, потому и Киевом. Киев или Ки – слово, которое вовсе не факт, что являлось именем собственным. Таким словом могли назвать любой деревянный город. Поэтому и каждый из известных ныне князей киевских мог княжить в каком-то одном из множества деревянных городов Руси. А Русь, напомню, изначально была только в одном месте – на севере, северо-западе европейской части современной России.
которые в различных регионах называют по-разному: Поморье, Заволочье, Белая Русь, Пермия, Биармия, Гиперборея и так далее. Неожиданное подтверждение этой версии, хоть и косвенное, обнаружилось в Судраме. Здесь немало жителей, которые имеют древнюю русскую фамилию – Киев. Только пишется эта фамилия часто по старинке, без точек сверху – Киев. Поэтому при прочтении ее незнакомыми людьми возникают забавные казусы. Впервые мы с моей женой, драгоценной Еленой Игоревной, увидели фамилию Киевых в Краеведческом музее Судрымы. О, оказывается, вон сколько здесь жило Киевов. Они не Киевы, а Киевы, поправил нас хранитель музея. Позже один из жителей Судромы рассказал нам об еще одной забавной истории. Когда один из Киевых поехал на Украину, и при пересечении границы украинский пограничник удивился: «Ого, Киев едет в Киев». Смех смехом, но я полагаю, что большинство противоречий и нестыковок в средневековой русской истории устраняются сами собой, если понимать, что прилагательно «киевский» могло относиться к чему-то, к тому, что было рядом с русскими и варягами на севере, а не к Киеву, который и городом-то стал много позже событий, упоминаемых в связи с киевскими князьями. Киевская Русь, она там, где Русь, а не там, где нынешний Киев. Автор статьи Андрей Кадыкчанский. Хочу напомнить, что мое мнение не всегда совпадает с мнением автора статьи. Всем мир. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.